Мы остановились на определении предела функции. Мы только дали определение в двух вариантах. Доказывать равносильность мы не стали. Главное, что вам нужно заметить, то, что очень похоже на определение предела последовательности. Ведь последовательность – это частный случай функции. И вот давайте я оба варианта приведу. Нам в течение всей лекции это будет нужно. Значит, определение того, что предел функции f от x, когда x стремится к a, равняется a большому. А малая – это предельная точка области определения функции. Предельная точка. Да? Не обязательно, чтобы эта предельная точка принадлежала области определения. Ну, это e мы обозначим. Функция f действует из e в f. Но то, что предельная точка, я уже писать не буду. Так вот, определение, сразу стал эпсилон писать. Ну, давайте тогда начнем на языке эпсилон дельта. Для любого эпсилон большего нуля найдется такое дельта большего нуля, что для любого x из области определения и такого, что x минус a малое больше нуля и меньше дельта, выполняется, что f от x минус a большое меньше эпсилон. Проверьте, пожалуйста, записывается. Что-то у меня такое сомнение, что там не записывается. Красненькая там горит, рекорд, да? Да. Хорошо, спасибо. Ну вот, это наиболее часто используемое определение на языке эпсилон дельта, или, можно сказать, на языке симметричных окрестностей. Да? Видите, как себя ведет x в точке А, даже если А входит в E, нас совершенно не интересует. Да? Предел функции зависит только от поведения ее в окрестности точки А. Видите, больше нуля. XA никогда равняться здесь не должно. Второе определение на языке просто окрестности. Для любой окрестности точки А большой найдется такая проколотая окрестность точки А малой. Проколотую мы обозначаем кружочком. Такая, что для любого x, принадлежащего E, пересеченному с вот этой проколотой окрестностью, функция f в точке x принадлежит исходной окрестности точки А большой. Ну, на самом деле смысл абсолютно тот же самый. Если мы берем x, который попадает в эту окрестность, то f от x обязательно попадает в эту окрестность. Ну вот и давайте, чтобы немножко прочувствовать это определение и то, как оно близко с определением предела последовательности, докажем такую теорему. Теорема единственности предела функции. Если предел функции существует, то он единственный. Если предел функции существует, то он единственный. Формулируется, как видите, так же, как и для предела последовательности. И доказывается абсолютно по той же самой схеме. Так что лишний раз повторим эту схему. Итак, что у нас дано? Дана функция. Дана А, предельная точка Е. И вот предел функции существует. И мы предполагаем, что этот предел не единственный. Вот есть один предел в точке А. И есть второй предел в этой же точке А2. Может, давайте мы А и Б сделаем. Вот так. А и Б.
А не равняется b. Надо доказать, что это невозможно, что мы сейчас получим противоречие. Доказываем на языке окрестностей. Доказываем этот факт, используя определение предела функции на языке окрестностей. Ну, мне кажется, здесь имеет смысл для большей наглядности нарисовать картинку. Теперь уже картинка будет в двух измерениях. Да? Вот у нас точка А, вот у нас точка А большое, вот какая-то другая точка Б большое. И давайте запишем определение, что означает, что предел равняется А большой. Для любой окрестности точки А большое найдется такая проколотая окрестность А малая, что для любого x из Е, пересеченного с вот этой окрестностью. И давайте, знаете что, давайте я тут штрих поставлю, потому что у меня будет еще одна проколотая окрестность. Она будет появляться, когда я запишу определение уже для точки B. Для любого x выполняется, что f от x принадлежит окрестности А. Здесь, значит, что у нас? Вот какая-то окрестность точки А, вот какая-то окрестность проколотая точки А. То же самое здесь. Для любой окрестности точки B найдется какая-то, ну, разумеется, вообще говоря, другая окрестность точки А малая. Я два штриха напишу. Такая, что для любого x, принадлежащего Е, пересеченного с В, А два штриха проколотой, f от x принадлежит у B. Это я просто записал дважды определение на языке окрестности. Определение предела. Вот они. Вот у нас окрестность B. И вот какая-то там, вот это вот другая окрестность А два штриха. Вот это окрестность штрих, это окрестность два штриха. Неважно. Главное, что они содержат точку А. И та, и другая. Ну и, разумеется, я выберу у А и у Б таким образом, чтобы они не пересекались. Это всегда можно сделать, потому что А не равно Б. Выберем эти окрестности. Мы можем как угодно их выбирать. Вот мы выбрали так, что они не пересекаются. И вот как раз для этих окрестностей мы получаем одну окрестность точки А малая и вторую окрестность точки А малая. Что я теперь сделаю? Я теперь возьму их пересечение. Вот тут небольшое отличие от доказательства для единственности предела последовательности. Там, как вы помните, у нас были числа n1 и n2, правильно? И мы что делали для них? Мы находили максимум из этих чисел. Так? Но ведь понятно, что если вспомнить, что фактически n1 и n2 это границы чего? Окрестности бесконечно удаленной точки плюс бесконечность, то вот этот n, который я беру в качестве максимума, это и есть пересечение этих окрестностей бесконечно удаленной точки. Так же? Как раз вот, если я рассмотрю максимум, то я получу общую часть этих двух лучей. То есть это еще какая-то окрестность бесконечно удаленной точки. Здесь отличие только в том, что у нас точка конечная. В пределе последовательности мы всегда аргумент n устремляем к бесконечности, ну, плюс бесконечности, потому что n у нас натуральная. А тут мы x устремляем к точке А. Значит, мы рассматриваем какие-то конечные окрестности, и вот в этом случае мы должны пересечение конечных окрестностей. Что это? Это
тоже какая-то окрестность, проколотая точки А. Вот это очень важно, мы это знаем, да? Пересечение любых двух окрестностей точки – это тоже окрестность данной точки. Не пустая, не пустая. Окрестность точки А. Ну, естественно, проколотая окрестность. Тут А не входит, поэтому сюда тоже она не будет входить. Ну и теперь мы рассмотрим x, принадлежащий вот этой окрестности общей нашей. Вот какой-то x здесь. Какой-то x здесь, в общей части. Вот у нас. Вот у нас VA. Пересечение. Он принадлежит общей части. Ну, давайте пересечение Е напишем. Жалко. Значит, он принадлежит и этой окрестности, и значит, с одной стороны, f от x принадлежит УА. С другой стороны, он принадлежит и этой окрестности, это же общая часть, значит, f от x обязана принадлежать УБ. Ну и все. А это невозможно, потому что эти окрестности не пересекаются. F от x принадлежит пустому полю. Противоречие то же самое. Доказали. Доказали. Вот тут можно что еще нарисовать. Вот это все переходит сюда. Куда? Да? Вот это все переходит сюда. Вот это. А во что тогда будет переходить общая часть? Она должна переходить и сюда, и сюда. А это невозможно. У нас не было еще примеров предела функции. Но я специально еще пока примеры не приводил, потому что хочу я вначале рассмотреть очень важную теорему, критерий существования предела функции. Используя этот критерий очень легко, особенно доказывать, что предела функции нет. Ну и вообще это очень полезный критерий, мы это увидим. Так, ну вопросы по этой теореме есть? Вроде бы все тут должно быть понятно. Значит, критерий существования предела функции в терминах последовательности. Критерий существования предела функции в терминах последовательности. Для того, чтобы предел функции при x, стремящемся к а, равнялся а большому, необходимо и достаточно, чтобы для любой последовательности xn такой, что все элементы xn принадлежат E без точки А, и при этом xn сходится к А, это все условия. Для любой последовательности xn такой, что xn принадлежит E без точки А, и при этом xn сходится к А, выполняется. F от xn сходится к А большому. Оказывается, эти условия эквивалентны. Если какую бы мы последовательность, сходящуюся к А, не взяли, окажется, что вот эта последовательность сходится к А большому,
то обязательно отсюда следует, что функция в точке А имеет предел равный большому. И наоборот, если мы уже знаем, что такой предел у функции есть, то какую бы мы последовательность не выбрали, аргументов, сходящуюся к А, мы обязательно получим, что вот эта последовательность сходится к А большому. Но вот это очень важное условие. Ну то, что xn должно принадлежать e, понятно, иначе мы не сможем к этому элементу применять функцию. Но еще очень важно, чтобы xn не равнялся a. Никогда. Вот. Ну вы должны понимать, что это самая обычная последовательность. Да? И я мог ее, например, обозначить yn просто-напросто. Да? Это именно последовательность. То, что она получена путем применения функций, тут уже как-то не важно. Мы берем одну последовательность, по ней строим другую и убеждаемся, что эта последовательность имеет предел. Ну вот такая теорема. Доказательства. Первое. Ну, необходимость давайте. Так, необходимость означает, что мы знаем, дано, что f от x сходится к a, когда x стремится к a. А доказать надо вот, ну вот это пусть будет единичка, а это пусть будет двойка. Мне неохота все это еще раз переписывать. Доказать надо второй факт. Доказать надо второй факт. Что нам нужно доказать? Нам нужно выбрать какую угодно. Значит, выберем вот последовательность xn, удовлетворяющую всем условиям. xn принадлежит e без a, и xn сходится к a, когда n стремится к бесконечности. Надо нам показать, покажем, что f от xn стремится к a большому. Вот это доказать надо. Да? Если мы это докажем, то мы докажем необходимость. Мы же произвольным образом выбрали последовательность xn. Если мы для произвольно выбранной последовательности покажем, что эта последовательность стремится к a, то значит выполняется это условие. Так, ну... Что мы хотим доказать? Давайте это напишем на языке эпсилон. Мы хотим доказать, что для любого эпсилон найдется такой от n. Ну, эпсилон больше нуля, n натурально, как обычно. Да? Для любого n большего n, f от x n минус a будет меньше эпсилон. Вот если мы это сможем доказать, то это как раз будет означать, что предел существует и равен. Вот, то есть n надо предъявить. Предъявим мы n, все будет в порядке. А это нам доказать надо. А что мы знаем? А знаем мы целых две вещи. Во-первых, мы знаем, что функция имеет предел. Давайте это напишем. Это уже мы знаем. Да? Ну, вы это как-нибудь напишите, а я не буду писать. Вот давайте как раз для этого эпсилон я напишу. Да? Вот. Зафиксируем эпсилон. И для этого эпсилон запишем, что означает, что функция имеет предел. Для этого эпсилон большего нуля найдется такое дельта большее нуля, что для любого икса из e и такого, что x минус a больше нуля и меньше дельта, выполняется f от x минус a меньше эпсилон. Вот видите, очень похоже на то, что мы хотим доказать. Только здесь у нас иксы, просто иксы, которые лежат в некоторой окрестности d, а тут у нас элементы последовательности, которые больше n. Как вот от этого перейти сюда? Как вместо иксов взять именно элементы нашей последовательности?
А вот надо еще этим воспользоваться. Мы знаем еще одну вещь, что xn сходится к малому. И вот что я сделаю. Я сейчас запишу определение того, что xn сходится к малому, ну, на языке εn. Но в качестве эпсилон возьму вот эту дельту. Я же имею право любое взять положительное число. Да? Вот запишем определение того, что xn стремится к а, взяв в этом определении в качестве вот этого произвольного эпсилон то самое дельта, которое мы уже имеем. Вот это дельта мы имеем. Правильно? Смотрите, мы зафиксировали эпсилон. Применили определение предела функции. Для этого эпсилон мы уже построили дельта, оно у нас есть. А вот теперь давайте мы это дельта используем в определении предела последовательности. Как это будет выглядеть? Для нашего дельта большего нуля найдется такое n натуральное, что для любого n большего n большого что будет происходить? Я же вот это определение записываю, да? Что будет происходить? Какое там будет неравенство? xn минус а по модулю какой будет? Меньше дельта. Да? Хорошо. А могу я еще написать, что это будет больше нуля? Вот это я могу написать, так как xn принадлежит e без точки А. Это всегда так. У меня просто нет таких элементов последовательности xn, которые бы совпадали с А. Смотрите, очень похоже, правда? Здесь как раз утверждается, что какой бы мы x не выбрали из этого промежутка, выполняется вот это. А мы видели, что, вот видим, что если взять номер больше номера большого, то как раз все иксы нашей последовательности будут удовлетворять такому неравенству. А для них, повторяю, уже сказано, что вот это неравенство выполняется. Так же? Значит, видите? Почему выполняется неравенство? Какое? Вы сказали f от x минус a по номеру меньше эпсилон уже выполняется. Почему? Если x попадает сюда. Правильно? Если x попадает сюда. Потому что предел функции у нас есть. Да? А все вот эти xn попадают сюда. Такое же неравенство. Поэтому для них тоже будет это выполняться. А когда они попадают сюда? Когда этот n больше n большого. А по какому значению я вот этот n большой выбираю? По дельта. А дельта я по какому значению выбираю? По эпсилон. Значит, я, видите, один шаг делаю, но в конце концов, хоть один лишний шаг, по эпсилон я получаю как раз интересующий меня n. Ну давайте сейчас я это еще раз запишу. Это я уже, наверное, сотру. Объединим как бы вот эти два факта в одну цепочку. Значит, я выбираю эпсилон больше нуля. По нему я строю дельта больше нуля. Поэтому дельта я строю n натурально. Такое, что для любого n большего n большого выполняется вот такая оценка. Но если такая оценка выполняется, я вот сюда смотрю, то значит выполняется и оценка f от xn минус a будет меньше эпсилон. По эпсилону я строю дельта по определению предела функции. По этому дельта я выбираю n по определению предела последовательности. Такой, что для любого n малого больше n большого это выполняется. Теперь я опять возвращаюсь к определению предела функции. Если x попадает в этот промежуток, то f от x должен попадать в этот промежуток. Я просто объединил в этой записи оба факта, которые привел раньше. А теперь я что сделаю? А теперь я выброшу лишнее. А лучше сказать, я подчеркну то, что мне нужно. Мне нужно вот это. Я выбрал какой-то эпсилон. По нему я
в конце концов получил n, такое, что для любого n большего n большого, на это я уже не смотрю, мне это не интересно, выполняется вот это. И если посмотреть на то, что я подчеркнул, это в точности определение предела последовательности, причем вот этой последовательности. Вот это подчеркнуто означает, что f от xn стремится к большому, когда n стремится к бесконечности. Я как бы сконструировал из двух фактов новый, объединение двух известных. И это ровно тот факт, который я был. Дельта играла вспомогательную роль. Она возникала в определении предела функции, а потом я это дельта, которая у меня появилась, брал в качестве эпсилон в определении предела последовательности. Ну вот. Часто такой способ доказательства используется, то есть два известных факта записываются и комбинируются, и получается новый факт, который написан. Вопросы? Не скажу, что это просто. Согласен. Ну вот, попытайтесь понять. Можно еще раз, как мы их скомбинировали? Угу. Вот, вы сказали то, что выделенные части, подчеркнутые, они очень похожи. А дальше что? Мы для любого эпсилона можем выбрать такое Да. дельта, что если это выполняется для x, то это обязательно выполняется для f от x. Да. Поэтому дельта, которая у нас уже есть, мы выбрали n, поскольку у нас xn сходится, и благодаря этому выбору можем утверждать, что для любого n малого, большего n большого, для x такое выполняется. Значит, это выполняется как раз и здесь. Так? То есть мы, вот если в качестве x возьмем xn, то для него будет выполняться это неравенство. Но любой x, для которого выполняется это неравенство, автоматически влечет за собой такое неравенство. Значит, и для xn тоже это будет выполняться. Вот только обращаю ваше внимание, что в определении предела последовательности то, что это больше нуля, нигде не фигурирует. Вот это дополнительное условие, которое обеспечивается благодаря вот этому условию, что xn принадлежит e без a. Да? Мне это обязательно нужно сделать, потому что я хочу, чтобы здесь была полная аналогия. Если xn равняется a, то ничего вот такого происходить не обязано. В точке А функция может себя вести совсем по-другому, нежели в окрестности точки А. Ну хорошо, значит, переварите это, и боюсь, что уже пора нам отдыхать. Только необходимо